Вы помните, еще в прошлом году был круизный теплоход с именем Дмитрий Фурманов. Так вот, к навигации 2023 года его переименовали в «Симфонию Севера», и теплоход получил новый цвет корпуса. Изменения коснулись не только смены названия и цвета теплохода. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые каюты появились на теплоходе в эту навигацию. Всем привет! Меня зовут Андрей Кузьмичев, и вы на канале о речных пассажирских теплоходах и о круизах на них. Сегодня мы познакомимся с интерьерами и всеми типами кают самого первого в серии речных круизных теплоходов 302 проекта с построенным в 1983 году в Германии бывшим теплоходом Дмитрий Фурманов, а ныне с теплоходом «Симфония Севера». По традиции осмотр теплохода проведем снизу вверх, от носа к корме, и начнем с каюты на нижней палубе. Четырехместная каюта номер 103 на нижней палубе теплохода «Симфония Севера». В каюте нет обзорных окон, здесь иллюминаторы. В каюте 4 спальных места, 2 внизу, 2 наверху. Есть специальные лесенки, чтобы удобнее забираться на верхнее спальное место. Есть небольшой прикроватный столик, прикроватные светильники, полки, телевизор, кувшин со стаканами. В каюте большой холодильник, внутрисудовое радио и кондиционер, небольшие креслицы и стол, в прихожей шкафы для одежды, в шкафу плечики и пледы. Вот здесь у самой входной двери есть зеркало большое. А теперь посмотрим санузел. Санузел 103 каюты. С душем системы льем на пол. Идем дальше. А еще на нижней палубе теплохода расположена сауна. Вот так она выглядит, эта раздевалка. Здесь можно посидеть. Уже занято. Есть санузел, душевая и, собственно, сама парная. Трап на главную палубу. Стойка регистрации теплохода. Двухместная каюта номер 233 на главной палубе теплохода. В каюте одно обзорное окно и 2 спальных места. Прикроватный столик, прикроватные светильники, внутрисудовое радиокондиционер, полки, телевизор. Что-то я еще фен не видел. А вот здесь как раз фен. В этой каюте тоже большой холодильник. Посмотрим его внутренности. Также есть шкафы для одежды и зеркало. Санузел здесь стандартный. Продолжаем осмотр теплохода. Система подачи горячей и холодной питьевой воды. Гладильная комната на главной палубе. Главная палуба – мастерская Самоделкина. Здесь проходят различные мастер-классы. На главной палубе есть общественный туалет. Кормовая часть главной палубы – детский клуб «Олюшка». Вот сколько здесь всяких штук. Кормовой пролет главной палубы. Давайте еще вот так вот вам покажу. Трап на среднюю. Иду на нос средней палубы. Носовая часть средней палубы. Новинка навигации 2023 года. Двухместная каюта номер 350 на средней палубе теплохода. Каюта класса комфорт. 2 спальных места. У меня опять такое ощущение, что я в купе старинного железнодорожного вагона. В каюте есть холодильник. Вон он, в тумбочке спрятан. Вот его внутренности. В изголовье кровати прикроватный светильник и розетка с каждой стороны. Есть еще вот такой светильник. Есть кондиционер и телевизор. Шкаф для одежды. В шкафу полотенца, плечики, пледы. Есть дорожный набор. Большое зеркало, стол. Под столом пуфик. В прихожей есть крючки для одежды. А сейчас заглянем в новый санузел. Вот такой здесь новый санузел. Санузел с душевым уголком. Идем дальше. Двухместная каюта номер 325 на средней палубе теплохода. В каюте одно обзорное окно, 2 спальных места, полочки, телевизор, холодильник, кондиционер и внутрисудовое радио. А это шкафы для одежды. Конечно же, есть фен. Санузел не будем смотреть, он здесь стандартный.
Продолжаем осмотр теплохода. Трехместная каюта номер 313 на средней палубе теплохода «Симфония Севера». Одно спальное место расположено вторым ярусом. Также есть два спальных места внизу и в каюте одно обзорное окно. По оснащению она такая же, как и предыдущая каюта, а санузел здесь стандартный. Идем дальше. Кормовой пролет средней палубы. Здесь есть сувенирный киоск. Кормовая часть средней палубы – «Титан» с горячей и холодной питьевой водой. Кормовая часть средней палубы – ресторан «Калевала». В ресторане есть четырехместные столики, столы для 5 гостей и столы на 7 туристов. Ближе к корме есть столы на 8 человек. Питание в ресторане организовано по следующей схеме. Завтрак – шведский стол, обед и ужин – заказное меню. Во время завтрака предусмотрено 2 места раздачи блюд. Вот это первое, а вот это второе, чтобы не было столпотворения. Иду на корму средней палубы. Корма средней палубы. Здесь расположено место для курения пассажиров. Идем на шлюпочную палубу. Иду на нос шлюпочной палубы. Шлюпочная палуба – носовая часть. А дальше по палубе не пройти. Там теперь новые каюты с балконами. Вон эти каюты и их балконы. Коридор в носовой части шлюпочной палубы. Носовая часть шлюпочной палубы. Бар «Клюква». Вот такой отсюда вид открывается по ходу движения теплохода. А вот это барная стойка. Одноместная каюта номер 443 в носовой части шлюпочной палубы теплохода «Симфония Севера». В каюте одно спальное место и одно обзорное окно. Есть столик-телевизор, есть полочки, шкаф для одежды, внутрисудовое радио, кондиционер, в прихожей зеркало, и вон фен лежит, я вижу. Санузел здесь стандартный. Ну точно, санузел с душем системы льем на пол. Идем дальше. 421 каюта на шлюпочной палубе теплохода. Каюта «Люкс». Люкс двухкомнатный. Вот это гостиная люкса. А вот это спальня. Но вернемся в гостиную. Гостиная с мягким угловым диваном, креслами, столом и телевизором. Здесь даже есть небольшая кухня с холодильником и раковиной. Сразу при входе есть шкаф для одежды с плечиками и тапочками. Также при входе есть крючки для одежды, кондиционер. В этом шкафу полотенца, пледы и сейф. Из гостиной люкса можно выйти на балкон. Но мы пока осмотрим спальню люкса с большой двуспальной кроватью. Здесь тоже есть прикроватные тумбочки, розетки, стол, зеркало. Лежа на кровати можно смотреть телевизор. Также в спальне есть шкаф с банными халатами и есть санузел. Санузел с душевой кабиной. И вот такая здесь небольшая раковина. Кстати, из спальни тоже можно выйти на балкон. Давайте мы туда и выйдем. Да, балкон здесь реально огромный получается. Прям своя палуба. Ну что ж, идем дальше. 410-я каюта на шлюпочной палубе теплохода. Каюта двухместная с 2 дополнительными местами. Большая двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки, есть розетки. С каждой стороны двуспальной кровати. В каюте есть кондиционер. Вот это раскладывающееся дополнительное двуспальное место. Над ним телевизор. Есть зеркало, столик, креслице, холодильник. Вот это прихожая 410-й каюты. В шкафу набор посуды, кофемашина. Во втором шкафу сверху полотенца. Здесь сейф. Еще одна кофемашина. Дорожный набор, пледы. Также есть банные халаты. Здесь крючки для одежды. Санузел 410-й каюты с душевой кабиной. Вот еще так вам покажу. И раковину покажу. Даже в санузле есть шкафчик. В каюте одно обзорное окно и выход на балкон. Давайте посмотрим, что на балконе. Вот такой здесь балкон. С мебелью. Продолжаем осмотр теплохода. 409-я двухместная каюта с одним дополнительным местом. В каюте большая двуспальная кровать.
Есть прикроватные тумбочки, розетки, кондиционер. Над дополнительным местом расположен телевизор. Есть стол и зеркало. Внизу стола расположен холодильник. В небольшой прихожей шкаф с зеркалом. В шкафу сейф, кофемашина, набор посуды, дорожный набор, пледы, тапочки. Ну а здесь полотенца и плечики. Вот здесь еще рядом с входной дверью есть крючки для одежды. А теперь посмотрим санузел. Санузел здесь с душевой кабиной. Вот такая здесь раковина. В каюте одно обзорное окно и выход на балкон. На балконе кресло и стол. Идем дальше. 405-я двухместная каюта на шлюпочной палубе теплохода. Обратите внимание, перед окном каюты расположен трап. Такая каюта считается частично ограниченным видом из окна. В каюте стандартно полочки, телевизор, холодильник, есть стол, прикроватные светильники, шкаф для одежды. На шлюпочной палубе каюта тоже длиннее. В прихожей помещается зеркало. Ну и санузел здесь стандартный. Идем дальше. Кормовая часть шлюпочной палубы. Ресторан Кантеля. В ресторане 6-местные столы и столы на 8 человек. Давайте вам обзор ресторана покажу. Кстати, для самых маленьких пассажиров теплохода есть специальные детские стульчики. Конференц-зал на солнечной палубе теплохода. Здесь же проходят выступления артистов. Солнечная палуба. Солярий. И, кстати, часть палубы накрыта тентом. А вот здесь спортивные тренажеры. Обзор теплохода «Симфония Севера» завершен. Все, что могли, мы посмотрели. За кадром осталась только кофейня «Ягель» в носовой части средней палубы, так как бармен из кофейни куда-то ушел вместе с ключами. Напишите в комментариях, как вам обновленный теплоход, сходили бы на нем в круиз. А я прощаюсь с вами. Всем пока, увидимся!